Итак, друзья, если у вас есть яблоки и дрова, теперь можно начинать готовить завтрак. Итак, дорогие друзья, у нас все готово к приготовлению завтрака. Есть геркулес, есть яблоки, есть дрова для печи. Теперь можно приступать. Но для начала нужно разжечь печку. В этом сезоне для приготовления пищи я пользуюсь армянской чудо-печкой. К сожалению, кроме множества преимуществ, эта печка имеет один существенный недостаток. Во-первых, эту печку нужно топить, а во-вторых, ее нужно освобождать от пепла, оставшегося после предыдущей протопки. Для устранения второй проблемы я пользуюсь вот таким замечательным ведром. А чтобы через дырку в этом ведре не просыпался пепел, у меня есть вот такая бумажка. Итак, все готово к тому, чтобы устранять проблему номер 2. Ну что, дорогие друзья, печка от пепла освобождена, дрова у нас есть, яблоки есть, можно начинать готовить завтрак. Но для начала нам нужно подготовить дрова для печи. Для этого я отделяю мелкие дрова, которые легко ломаются руками, а тех, которые руками просто так, не сломать. А для этих дров у меня есть специальный инструмент. Это чудо-колун Фискарс. Кстати, спасибо огромное Елене, которая задонатила на этот чудо-колун. Я им просто не нарадуюсь. Кстати, самое главное свойство этого чудо-колуна состоит в том, что он не только колет дрова, но и рубит их.
Ну вот, осталось только сложить дрова в печку и разжечь. Кстати, когда я в одном из своих предыдущих видео рассказывал о своем замечательном складике, я не упомянул об одной важной вещи, которая здесь хранится. Это картон. Картон – это один из замечательнейших материалов для разжигания печи. Но картоны бывают разные. Бывают, которые не очень хорошо горят, а бывают, которые горят прекрасно, как, например, вот этот. Я рекомендую его разделять на составляющие. При таких тонких слоях он великолепно загорается. Мне даже представляется, что он чем-то пропитан для лучшего горения. Этот картон используют для упаковки фруктов и овощей. Может быть, кстати, он пропитан чем-то, что используется в этой промышленности, и именно поэтому он хорошо горит. Например, парафин, кстати.